Когда я всем говорю, что к проектору нужен ТВ-бокс, я задолбался это объяснять почему. А знаете, что делают люди? Они берут китайский ТВ-бокс, включают какой-то непонятный интерфейс и начинают смотреть черт пойми что. А здесь, вот смотрите, проектор, которому не нужен ТВ-бокс. Знаете почему? Потому что он сертифицированный. С Google TV, с Netflix, с DRM-L1, с нормальным Wi-Fi 5 ГГц, на M-Logic S905Y4, на Mali G31 ускорителе. И мало того, с нормальным звуком и с яркостью 1100 ансилюмен. Вы такие, ничего себе, да, ребят. Да, вот этот вот проектор, ему не нужен ТВ-бокс. И работает он, откровенно говоря, обалденно. Я вот, знаете, вот когда, вот те, кто давно на меня подписан, они знают, когда вот девайс такой проходной, я с таким настроением там, ну вот проектор, да. А здесь это проектор OneBoy X5 Pro. Вот, видите, коробочка вот такая вот красивая. А ну, покажи, пожалуйста, вот лейбочку OneBoy X5 Pro. Я его покупал в Украине. Да, он в Украине продается даже дешевле, чем на AliExpress с официальной гарантией. Но ссылку для вас закину и для AliExpress, и на промокоды, и на украинский сайт, где его можно официально купить. Но давайте по порядку. Проектор вышел неплох, и неплох он вышел настолько, что я не морочил себе голову, чтобы что-то подключать. То есть у меня все завелось сразу. При этом работает и Chromecast, работает голосовой поиск. Здесь вот такой вот пульт. Давайте посмотрим, какой пультец. При этом у нас есть автофокус, автокейстоун, у нас есть хорошая калибровка, у нас есть обход препятствий, у нас есть вписание в экран. Фух, я так, знаете, сколько могу говорить? Я могу очень много говорить, при том, что вот звук обалденный, классно звучащий, но я хотел бы погромче. Но при этом это меня не смутило, потому что у меня есть ресивер, а он поддерживает через HDMI ARC. Вот так вот вы можете подключить ресивер через HDMI, получить еще и объемный звук и делать уже с ним такую достаточно интересную звуковую систему и домашний кинотеатр, потому что мы его тестировали не при полном затемнении. То есть у него яркость достаточно, он дает хороший амбиент эффект, у него достаточно яркость для того, чтобы смотреть не полностью затемненном помещении. Вот это вот очень отличный плюс. Да, он не идеален, я никогда не скажу и не назову проекторы идеальными, потому что это изначально проекторы. Они вроде бы шумные, а здесь не такой шумный, меньше 26 дБ. Вот так вот. Вот так вот, вот сделали люди, вот сделали хороший проектор, и мне очень сильно понравился. Я вам скажу, конкурентов на данный этап ему нет в плане технических характеристик, то есть да, и Asus там выпускали, и выпускали они в таком же формате, как OneBo. Объясню, что сделали OneBo? Они сделали нормальную прошивку на проектор, которая взаимодействует с платой ТВ-стика от Skyward. Да, тот самый Hamatix 4K стик. При этом он спокойно декодирует 4К ютубчик, спокойно Full HD Netflix у нас проигрывается. И все, я не морочу голову. Нет здесь 24 кадра, да, и нет его ни в каких проекторах, произведенных вот сейчас, да, которые там в какую-то такую цену там до $500 однозначно. Это однозначно. А этот проектор стоит намного дешевле. И сколько он стоит? Ссылка в описании под видео, перейдете, посмотрите. Мы сейчас с вами... давайте посмотрим, какие у нас есть интерфейсы. У нас есть HDMI, есть два USB-шечки, есть выход 3.5 под наушнички, ну, либо под колоночки. Ну, разъем питания, есть у нас вот такой вот... Это что у нас, вентилятор, да, по-моему? Ну, смотрите, у нас есть вот такая вот подставочка. Вот, угловая, есть у нас крепление, для крепления, то есть его можно подвесить, резиновые ножки и спереди камера автофокус. Очень неплохие материалы, смотрите. Этот проектор не короткофокусный, я вам говорю сразу, мы тестировали его на расстоянии 2,5 метров и получали диагональ, что около там 100 дюймов. Ну, мне достаточно трудно сказать фокусное расстояние его, потому что у меня дальность не позволяет организовать там, допустим, 8 метров. У меня экран просто-напросто не позволит организовать 8 метров. Но яркость очень даже достаточно, даже подходит для презентационных целей. Мы четко там по шрифтам еще прошлись. Мы сейчас идем с вами, смотрим, сколько он стоит, где можно купить, что заявляет сам производитель, а потом тестируем. И смотрим по калибровке. По калибровке вообще классно получилось. Все, переходим и ждем выводы. $297. Такой стоит проектор.
И с нашим промокодом будет дешевле однозначно на aliexpress.com, у нас для него есть. И сразу вот бросается в глаза проектор L1. Знаете, о чем речь? Вы уже поняли, я вам уже сказал, да, конкретно про Netflix и про сертификацию. 1100 реальных ансилюмен. Давайте опускаемся ниже и поехали. Из основных заявлений, которые они делают автоскринфит, это вписание экрана, у нас есть обход препятствий, яркость 1100 ANSI, это очень классно. Теперь дальше у нас есть 2 по 5 Hi-Fi динамиков, кстати, насчет звука вообще мне понравилось. Очень низкий уровень шума тоже подтверждаю 30 дБ, и ASA 3.0 это автоматические функции, которые делают вот эти вот все дела, там авто Keystone, автофокус, все делают очень классно. YouTube онлайн 4К декодинг, подтверждаю, Netflix подтверждаю, Google Widevine L1 подтверждаю, и Chromecast даже встроенный, и это тоже будет. Теперь смотрите, о чем идет речь у нас. Видите, тут все на сертификате. Давайте приблизим картиночку, чтобы можно было посмотреть. Меньше 26 дБ, 3000 к 1 контраст, 1080p матрица, 2:16 у нас память и Wi-Fi 5 ГГц, который лупит 200 мегабит. В общем, когда вы все это увидите, вы поймете, о чем идет речь. Теперь у нас еще такой вот интересный момент. Кроме этого, ну то, что Google TV, это понятное дело, нативная матрица 1080p. А вот это вот, кстати, ASA 3.0, это вот о чем идет речь. Это про авто Keystone, про автовписание экрана, про обхождение препятствий и про автофокус, который отрабатывает, откровенно говоря, неплохо. То, что у него по портам, вы уже видели. В принципе, давайте так, ссылки в описании под видео. Лучше один раз увидеть, чем много раз смотреть на эти ссылки. Кстати, в Украине он продается официально на официальном сайте WonderTech.ua. OneBoy X5 Pro стоит даже дешевле, чем на Али. Ссылка тоже в описании под видео. И, конечно же, подписывайтесь, нажимайте колокольчик. А мы пошли уже его обозревать. Так. То, чего я ждал, наконец-то. Сертифицированный Google TV, сертифицированный проектор с Netflix. При этом смотрите, как быстренько работает. А знаете почему? Да потому что это iMlogic S905Y4. При этом еще и вот правильно сделанный. Здесь выбран производитель для платы Skyward Digital. Это по сути TV-стик, который встроен в середину. 2:16. Смотрите, 2:16. При этом это центральный процессор. 4-ядерный Cortex A35 по 2 ГГц. Mali G31 ускоритель. Сеточка, смотрите, с коннектом 867 мегабит. Я вам сейчас покажу фактическую. Android 11. И температуры доступа нет. Он не греется. Это сертификатик. И плюс в проекторах у нас же еще и охлаждение, да? Если не верите, что это сертификат, пожалуйста, DRM Info, Google Widevine L1, вот он, Microsoft Play Ready DRM, CNC Clear Key. И сразу идем с вами, вот смотрите, какая яркость. Я вот сейчас в меню и покажу вам, вот я снимаю, у нас не затененное помещение, то есть у нас освещение, смотрите, то есть у нас и свет пробивается, и лампы горят. Плюс у меня здесь еще такой амбиент. И у нас вот так вот он показывает. Это отличное освещение. То есть можно спокойно его использовать. Пробуем сразу же Netflix. Да, частично изображение мне придется скрывать, потому что правообладатель, он поддерживает HD Netflix, то есть Full HD Netflix с пространственным звуком. При этом звук-то какой классный, басистый. Ну, смотрите, работает. То есть на него можно купить такой проектор. Влупить Full HD подписочку. Идеально. Давайте сейчас куда-нибудь до звука. И звук хороший, басистый, как у телевизора звук. Отлично. То есть по Netflix вопросов нет. А знаете, почему еще вопросов нет? По YouTube, потому что 4К YouTube 60 FPS тягает. Потому что это iMlogic S905Y4. Пожалуйста, смотрите, все быстро работает, все идеально. Сертификатик. Еще и с яркостью нормальной. Смотрите, Magic Forest 4К. Включили. Та-дам! Пожалуйста, все производит звук. Вот главное, что здесь классный звук. Вот это вот вам фактически, давайте сейчас в настройках. 1080p мы сейчас видим. Мы сейчас, ну, у нас там стартовые 14 дропов. Мы включаем, смотрите, 4К 60 FPS и перезапустим его. И давайте перезапускаем на 4К.
Смотрите, 0 дропов, 4К 60 FPS, да, Full HD матрица, но вот это все работает отлично. Смотрите, я сейчас вам снимаю, картинка топчик, смотрите, все четко отображается, это чистая Full HD матрица, смотрите, звучок топчик, смотрите, вот то, что у нас освещение помещения, то есть у нас еще вообще отлично показывает. Я вам скажу по воспроизведению-то вопросов нет. Давайте попробуем AV1 кодек. А он и AV1 может. И, кстати, мы здесь Matrix можем с вами гонять отлично. Смотрите, вот он. AV1 просто так у нас не пойдет, потому что VP9 HDR нет. Тогда мы сейчас включим Японию 8К. Слушайте, ну я звук делаю тише. Звук мы протестировали. Давайте Японию 8К и сразу же проверим голос. А ну давайте. Япония 8К. Голосовой поиск работает. Давайте включаем. Здесь приходится смазывать. Опять же, показываем, что он поддерживает AV1 кодек. Воспроизводится. Все шикарно. Если говорить о скорости Wi-Fi, то, пожалуйста, при наличии 5 ГГц Wi-Fi, вы здесь знаете, сколько получите? Смотрите, ждем. И сейчас отличный пинг. Смотрите, подходит для 8К. Смотрите, пошел на разгон, 150, 170, 200, а ну давай 200. Максимально, что я здесь видел, это 300 мегабит. Сейчас перетестируем, потому что это все-таки аналития, а не спид-тест. 200 на 200. И я вам скажу, очень неплохо. При том, что Google TV полноценный, с продолжением просмотра из Netflix. Да, там у нас есть поддерживаемые приложения в каналах рекомендаций. И если там говорить уже о каких-то моментах просмотра, да, давайте попробуем еще то, что с SSD диска, и потом уже посмотрим с вами калибровку, как вообще происходит здесь калибровка, посмотрим меню и все остальное. Но по мультимедиа у меня здесь вообще вопросов нет. То есть проектор прям отрабатывает. О чем говорить? Вот я всегда говорил, что проектору нужен хороший ТВ-бокс. Заходим, видит и XFAT диски, и NTFS диски, это прям очень хорошо. 24 кадра, не надейтесь, к сожалению, здесь автофреймрейта нет и не будет, сразу вам говорю. Но это все мелочи жизни. Нас интересует конкретно LG New York 4K, LG Barcelona 4K. Это высокобитрейтные, очень тестовые ролики. Один в МКВ, другой в ТС. И все идеально, можем чуть громче сделать. Звук хочется чуть-чуть громче. По яркости, по наполненности звука, звук отличный. Вот не хватает чуть-чуть такой максимальной громкости. Смотрите, все высокобитрейтные ролики он воспроизводит отлично. То есть вот прям еще раз вам сниму такой вот моментец. Давайте вот он наш LG New York 4K. Опять же, при вот таком освещении он дает устойчивый ambient эффект на стену. Сейчас вам покажу это еще на основных цветах. Что могу сказать? Мне очень нравится. Я прям, вы знаете, я прям в восторге от этого проектора. Давайте его закроем и пойдем с вами на тестовые картиночки. Так, смотрите. У нас есть оверскан на 2 пикселя. Смотрите, на 2 пикселя. Это сделано специально, чтобы избежать линзирования. И это нормально. Многие производители проекторов так делают. Ни на что это не влияет. Основные цвета. Цепляем с вами верхнюю стену. У нас здесь есть и белый, и черный. Для того, чтобы смотреть, как отрабатывать ambient эффект. Если у нас достаточная яркость, то ambient эффект достает до стены при неполном затемнении, скажем так, помещения. Смотрите, зеленый, красный. Все цвета нормальные, у нас особых пятен нет. То есть, поэтому не могу сказать, что вот что-то мне не нравится. Все отлично. По основным цветам мне интересен черный. Вот черный, пожалуйста. Ага, вот черный. Теперь по контрасту и по яркости. Эта яркость, мы видим, что он откалиброван, но калибровал я его сам. Благо, что здесь есть калибровка. Здесь мы сразу будем с вами смотреть на коррекцию изображения. Смотрите, у нас есть изображение, есть работа с цветовой температурой, есть при этом пользовательский. Мы можем по цветам, видите, менять зеленый, красный, синий. При том, что у нас есть в режимах изображения стандартный, яркий, мягкий, пользовательский. И можем менять яркость, контраст, насыщенность и резкость.
То есть у нас по факту проектор калибруется. Вот по яркости отлично, по контрасту откалиброван. Давайте тоже буду снимать телефоном, чтобы вы видели по яркости, по контрасту. И здесь вот девочки выглядят идеально, естественно. Дальше у нас вот мне интересное разделение яркостно-контрастные анализы. Все квадраты разделены. Сейчас покажу еще один тест, где вот полностью калибровку видно. Смотрите, все квадраты здесь должны быть по 2, а здесь с чередованием по 1 квадрату они все видны во всех прямоугольничках. То есть проектор сейчас откалиброван правильно. Он поддается правильной калибровке. В яркостно-контрастном анализе все идеально со всех сторон. Основные цвета отображаются правильно. Даже здесь мы видим, вот если присмотреться, проявление трехступенчатой градации яркости и контраста. То есть именно показатели яркости и контраста. То есть проектор может калиброваться правильно. В черном цвете идеально, в синем идеально, в зеленом тоже и в красном он откалиброван по яркости и контрасту идеально. Камера может немножко не передавать. По линзированию есть мелкое линзирование, что в принципе абсолютно нормально для выпуклой линзы. Ну и, как я уже говорил, по 2 пикселя у нас есть оверскан, что ни на что не влияет абсолютно. В целом, я вам скажу, очень и очень неплохо. Я прям доволен. Неплохо подходит для проекционных возможностей бизнес каких-то решений, потому что отсюда я вижу, вот, допустим, там 8 различимый у нас и 8 спокойно различима шрифт в различных шрифтах. Тут у меня вопросов не возникло. Опять же, у нас все веточки целые, никаких пропусков нет. Девушка выглядит фантастически, у нас все волосики различимы, поры различимы, это очень мало. И вот, да, даже пушок на ее, скажем так, коже, вот я могу вам тоже снять, вот смотрите, все различимо, то есть проектор чистая Full HD, красивая матрица, никаких вопросов по ней нет. Пятен не выпадает, в RGB 0 у нас черный отрабатывает отлично при неполном затемнении. Что могу сказать? По качеству отображения очень неплохой проектор. По мультимедийности, ну давайте еще, вот допустим, все сервисы наши, вот, которые в Украине, вот я все пробовал, они здесь все работают. Телеканалы наши. Так, выключаем звук, чтобы не было претензий. И, конечно же, нам приходится скрывать чуть-чуть. Но телеканалы все вот переключаются практически мгновенно. Смотрите, мы переключаем вот наше государственное телевидение. Все отрабатывает отлично. Кстати, это в сервисе Megogo. Не вижу никаких проблем. Ребят, ну что я могу сказать? Супер! Супер. Больше здесь смотреть вот как бы абсолютно нечего по мультимедийке. Хочется попробовать на внешний input lag, но перед этим посмотрим настройки. Если в простых настройках, то мы здесь увидим обыкновенные настройки Google TV с подключением 5 ГГц Wi-Fi, да, с работающим HDMI цик, с аккаунтами официальный. Сюда можно вводить свои аккаунты. Плюс еще у нас есть вот пульт, да, самый обыкновенный Remote G10, который на Хамате, да, работает на Skyward. Больше тоже ничего здесь такого интересного нет. Слушайте, трансляция. А секундочку, если это сертификат, то должен быть Google Chromecast. Что мы сейчас и проверим. Давайте затранслируем, попробуем. Так, пробуем Chromecast. Должен заработать на YouTube. Включится мое видео. Так, есть. У нас подключено OnePlus. У нас есть Chromecast. Все работает. То есть, ну, если включить видео, будет воспроизводить. Это вот мы кастим с нашего смартфона. Никаких вопросов нет. Это наши, вот мы делали видео по Nissan, который я сейчас собираю, скажем так. Шикарно, ребят, шикарно. Google Chromecast тоже работает. Так, теперь изучим меню именно корректировки изображения. У нас есть фокусировка, есть автоматическая фокусировка, есть у нас, ну вот у нас автофокус. Пожалуйста, автофокус отрабатывает отлично. По трапеции, для трапеции нужно хорошее затемнение для автоматической, но у нас есть ручная коррекция трапеции, 4-точечная, вообще без вопросов работающая. Теперь у нас есть избежание препятствий, масштабирование экрана и сброс коррекции трапеции. Это очень удобная тема. По аудиорежиму есть у нас, можно звук клавиш, есть у нас различные даже пользовательские настройки звука с различными частотами, с шагом, там, допустим, 120-500
900, 1500, 5000, 10 тысяч Гц можно редактировать. Можно у нас в режиме ввода управления HDMI тут использовать. У нас есть поддержка ARC, да, ARC. И у нас есть управление внешним HDMI самого проектора. В расширенных настройках у нас есть режим проекции, автофокусировка при включении, автофокусировка при движении, автоматическая коррекция трапеция при движении, при включении и при движении, автоматическое избегание препятствий и обновление системы. Кстати, обновление у нас прилетало на наш Google TV, который здесь установлено, как только мы получили. То есть это отличный набор. Давайте пробовать сейчас с вами, ну как нам HDMI выбрать? Ага, вот. У нас есть вот так вот, видите, HDMI, USB. Давайте пробуем. Так, смотрим сначала в настройках экрана информацию про HDMI. VRR не поддерживается, HDR не поддерживается, 1080p, 24, 50, 60 Гц. Хорошо, и давайте сейчас тогда попробуем с вами на input lag. И как здесь можно играть, либо нельзя. Вообще мне нравится. Яркость хорошая, качество отображения отличное. Так, смотрите, как проверяется input lag. Мы нажимаем на кнопку и вычисляем время реакции, потом на замедленной съемке, через сколько он прыгнет. То есть у нас input lag есть очень минимальный, я это прям ощущаю, но он не критичный. Играть на проекторе можно, вы видите результат, да, вот все отлично. Слушайте, ну прям порадовал проектор, порадовал. Давайте, лисичка уползла из-под стола. Конечно же, у нас здесь все... Слушайте, яркость. Яркость просто поражает. Слушай, действительно, смотри. То есть, ну, вот реально, прям прикол. Да. Я думаю, что можно уже спокойно проходить, резюмировать, да, данное видео? Как думаешь? Если ты остановишься играть, то да. Ну, это вообще проблемка. У меня лук есть. Смотри, какой у меня прикол есть. Прикол. Так, ребят, на этой ноте мы заканчиваем с вами обзор. В качестве выводов скажу, один из самых интересных проекторов именно за счет сертификации, за счет того, что мне не надо морочиться с внешними устройствами, за счет его соотношения цены, возможностей и качества, да, качества звука, и мне он очень сильно понравился. Да, есть проекторы ярче, но они и дороже. Но там, знаете, вот более яркий проектор, все хорошо, он всего лишь для того, чтобы дальше организовать. Но если вам нужен среднефокусный проектор с хорошим качеством картинки, с хорошим звуком и с нормальным интерфейсом, наконец-то, с нормальной начинкой, с мощной начинкой, то это вот проектор выбора. OneBoy X5 Pro нам очень сильно понравился, мы его рекомендуем. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.